Двухканальный, двухдорожечный полевой рекордер от фирмы Zoom. Младший братик так горячо мной любимого Zoom F6. Друзья, в сегодняшнем ролике на канале «Давай запишем» мы с вами рассмотрим Zoom F3. Здравствуйте, мы начинаем. Как и с большинством рекордеров от Zoom, лично в моем случае вот это была любовь с первого взгляда. Ну вот только гляньте на этого красавца. Особенность этого рекордера заключается в том, что он работает в режиме 32 бит с плавающей запятой. Это широкий динамический диапазон, и это работа сразу двух преобразователей. Один преобразователь отвечает отдельно лишь за громкие звуки, и отдельный преобразователь работает лишь с тихими звуками. Нам сейчас не важно, как именно они кооперируются друг с другом, важно лишь то, что подобное применение двух преобразователей дает большой динамический диапазон. Мы можем не использовать никаких усилителей, не крутить ручки, настраивая усиление по входу микрофона. И даже если мы с вами получим очень-очень-очень тихую запись, совсем с маленьким уровнем, на постпродакшне мы сможем ее нормализовать и при этом добиться отличного звучания, как если бы мы писали с нормальным уровнем, при этом без технического шума. И если мы с вами на записи получили перегрузку, если мы записываем какой-то очень-очень громкий источник, если мы закинули уже нашу волновую форму в рабочую станцию на постпродакшне и увидели там перегрузку, мы просто тянем волновую форму вниз и получаем нормальную волну. Нормальную волну без какой бы то ни было лесенки и без какого-либо характерного звука перегруза. Это просто чудо. Это действительно чудо, и это работает на нас. У устройства имеется сразу два XLR-канала, которые мы можем подключить как моно, так и стереоисточники. Например, весь сегодняшний ролик мы пишем на петличный микрофон, мы закоммутировались к первому каналу, а второй канал у нас, видите, на экране покрыт такой серой сеточкой. Я его отключил, чтобы он просто не писался в холостую и не занимал лишнее место у нас на microSD-карточке. Так вот, стереоисточники. Например, сюда можно взять какую-нибудь сумму с микшерного пульта, если вы будете на этот рекордер записывать звук с живого мероприятия. Моноисточники, допустим, выезд, к первому каналу мы подключаем один микрофон, ну, к примеру, петличку, как сейчас у меня. Ко второму каналу мы подключаем бум. К двум каналам можно подключить, допустим, две радиопетлички. Одну радиопетличку к первому каналу, вторую радиопетличку к каналу номер 2, потому что здесь есть поддержка как микрофонных, так и линейных подключений. С микрофонами эта штука может работать со всеми, как с динамическими, так и, как в нашем случае, с конденсаторными. Чуть-чуть попозже мы обязательно проведем тест на широкомембраннике конденсаторном и на динамическом ручном микрофоне. Да, еще раз повторюсь, поскольку здесь мы имеем дело с 32 битами с плавающей запятой, усиления вот этой ручки регулировки гейна, входного усиления, у нас физически нет. И мой восторг сейчас поймут люди, которые очень часто работают в таком режиме аврала, когда ты приехал, зарядился и сразу же должен записывать, что-то снимать. Подключаем сюда микрофоны, нажимаем запись, все. От нас более ничего не требуется. Ну да, если вы работаете с пушкой, правильно спозиционировать пушку и правильно повесить все-таки петличку, если она у вас направлена. Все. Остальное делает за вас рекордер. И я повторюсь, и я очень много раз буду повторять это за сегодняшний обзор, это просто чудесно. Перед тем, как мы с вами начнем разбираться с управлением, я хотел бы вам показать структурную схему Zoom F3. Особое внимание, пожалуйста, обратите на вот этот элемент. Я вам тут сказал, что в устройстве нет усилителя, а что это тогда такое? Все на самом деле очень просто, и самое главное, вы сейчас оцените полезность вот этого небольшого элемента. У Zoom F3 есть экран, куда помимо настроек, различных переключений и подстроек выводится основная информация по звуку, который мы с вами записываем во время записи. И именно здесь имеется вот такая очень интересная функция, с помощью которой мы можем увеличивать либо уменьшать волновую форму.
И это увеличение или уменьшение происходит только вот на экране для отображения, чтобы нам, как звукооператорам, было намного комфортнее мониторить, например, очень тихий сигнал, если мы записываем очень тихий сигнал, либо чтобы мы могли делать очень громкий звук, который здесь отображается как перегрузка, чтобы это просто нас не смущало, чтобы мы были полностью спокойны, как удавы с удочкой. Делать волновую форму, давайте я продемонстрирую, поменьше. И таким образом обретать душевное спокойствие. Опять же, это все сделано из-за 32 бит, из-за широчайшего динамического диапазона, который просто физически не позволит нам получить либо перегрузку, либо настолько маленький по уровню звук, с которым мы в дальнейшем на посте ничего не сможем сделать. Про управление сегодня будем говорить сравнительно недолго, потому что здесь оно достаточно минималистичное. 3 кнопки с одного бока для стопа, для воспроизведения, для паузы и для перехода в меню. Его коснемся отдельно. Сверху мы видим 4 функциональные кнопки, которые в зависимости от того, что у нас происходит на экране, меняют то, за что они отвечают, свои функции переключаемые. И с этого бока мы видим достаточно интересное решение. Во-первых, переход в hold. Во-вторых, старт записи, которая реализована в виде такой щеколды. В первый раз подобное на самом деле вижу, но с другой стороны, если учитывать форм-фактор и то, что производитель нам предлагает, в частности, вот это устройство помещать себе на запястье с помощью специального эластичного крепежа, ну как часы, да, и стартовать запись таким образом, мне кажется, будет достаточно удобно. А уж тем более переходить в холд, когда вы должны стартануть запись, взять удочку в обе руки, чтобы ничего у вас там не сбилось. В принципе, должно быть достаточно удобно. Немного о записи. Ну, как вы сами прекрасно заметили, во время записи загорается красный индикатор, который сигнализирует, что все в порядке, запись идет штатным образом. Опять же, я вам уже сказал, что можно писать в моно, можно писать в стерео. У каждого канала есть свои настройки, зову вас их посмотреть. Прежде всего, можно либо включить, либо отключить любой канал. Ну, отключаем, если пишем всего на один микрофон, например, как мы сегодня. Можно выбрать тип источника. Именно здесь подается фантомное питание, если вы работаете с широкомембранником, либо с микрофоном пушка, например. Переключатель фильтра высоких частот в диапазоне от 10 до 240 Гц. Можно также повернуть фазу, плюс задать задержку по входу, если, конечно, это нужно. Не совсем привычно наблюдать функцию задержки по входу. И уж тем более не совсем привычно наблюдать функцию задержки по входу в рекордере. Вы, например, пользовались когда-нибудь задержкой по входу? Напишите в комментариях. Намного привычнее ту же самую задержку видеть уже на выходе. Как раз-таки настройки на выходе давайте с вами рассмотрим более подробнее. Можно задать сигнал старта записи, идущий к вам в наушнике. На запись он не попадает, но при этом может быть полезно, особенно когда у вас нет возможности все время смотреть на экран рекордера. Есть настройка уровня линейного выхода, если вы передаете звук на камеру, к примеру. Для особо громких моментов, если точнее для защиты вашего слуха и подключенного оборудования, здесь есть лимитер, который будет жестко пресекать перегрузки по мониторному звуку с разъемов на выход. И опять-таки задержка, но уже по выходу. Вот ей применение точно найдется, особенно если вы работаете со звуком и с видео параллельно. О работе этого рекордера и внешних подключаемых устройств мы еще с вами обязательно успеем поговорить. Пока что о записи. Итак, цифра в 32 бита будет сопровождать наше начинание абсолютно везде, если мы с вами пользуемся F3. При этом частоту дискретизации мы можем менять вплоть до 192 кГц. Напомню, что сегодняшний ролик мы полностью пишем на этот рекордер, пользуемся им именно что как рекордером, используем microSD-карточку и пишем в формате 48 кГц, ну, конечно же, повторюсь, на всякий случай, на 32 бита. Помимо всего прочего, рекордер можно подключать и к компьютеру. Есть поддержка как Mac, а также PC. Имеются в свободном доступе аудиодрайверы, которые дадут нам, даже записывать что-то в рабочую станцию, сводить что-то в рабочей станции, пользуясь, например, линейным выходом, который есть на этом устройстве для подключения громкого контроля, чтобы контролировать звук во время нашей работы. Опять же, когда мы работаем по USB, рекордер получает по этому проводу все необходимое питание от компьютера. Когда мы с вами используем устройство в одиночку, что называется standalone, без каких-либо проводов, нам пригодится отсек для батареек. 2 батарейки типа АА спокойно держат это устройство какое-то время на плаву, до 8 часов. Ну, это если вы используете обычные батарейки. На самом деле можно и подольше, если вы работаете вдруг на
аккумуляторах. Если вы подключаетесь по проводу к iOS-устройству, и да, здесь есть также подобная возможность, можно подключаться к iOS и производить запись по проводу, вам опять же понадобятся батарейки, потому что с таким соединением рекордер необходимое ему питание получить не сможет. Ну и также как дополнительный способ запитываться можно вспомнить адаптер от Zoom USB-шный, с помощью которого извне, за неимением ноутбука, например, с собой, мы также можем получить необходимое напряжение для работы этого устройства. Говоря про работу этого устройства с компьютером, нельзя не упомянуть функцию Loopback, которая здесь имеется и которой можно пользоваться, например, для проведения стримов. Также с помощью Loopback можно записывать прямо в рабочую станцию какие-то звуки, которые происходят у вас в системе. Допустим, так пишутся очень часто вебинары, это очень и очень удобно. Имейте в виду, опять же, вот для домашней работы F3 тоже очень и очень подходит. Управление. Продолжим тему управления. К iOS-устройству можно подключиться не только с помощью провода, но и по беспроводу, с помощью Bluetooth. Причем таким способом можно подключиться не только к iOS, но и к iPadOS устройствам и к Android устройствам. Для чего это делается? Это делается для получения управления этим устройством Zoom F3 с помощью специального приложения, которое доступно для всех современных мобильных устройств. Да, опять же, грустная черта, грустная часть, она заключается в том, что здесь в комплекте Bluetooth модуля у нас не идет. Это небольшая USB-свистулька, вы все прекрасно уже знаете про нее. Если вы какое-то время следите за нашим каналом, и ее придется докупать отдельно. Почему нельзя было сразу же Bluetooth модуль встроить в корпус? Ну, я не знаю. Деньги, наверное, просто хотят подоить людей, и мне, честно, это не очень нравится, но, опять же, имеем, что имеем. Возможно, вам эта функция не пригодится, хотя лично я считаю, это просто максимально удобная функция. Просто вы включили устройство, поставили его на холд, кинули куда-то в глубину сумки, и все управление у вас идет со смартфона. Это было бы очень удобно, если бы за это не нужно было платить дополнительные деньги, а здесь, увы, именно так это все и реализовано. Итак, вы видите, что второй канал у нас уже занят каким-то звуком, и настало время мне представить вам наши сегодняшние тесты. Весь ролик до этого, в том числе и сейчас, вы слышите мой звук, записанный на вот эту самую петличку. Изолированно мы уже пишем второй канал, к нему закоммутирован конденсаторный широкомембранный микрофон. И именно сейчас я перешел на него. Смотрите, мне кажется, что мы с вами получаем перегрузку, но вы ее не слышите. Как так? Я даже больше могу, знаете, как-нибудь вот так сделать. О боже мой, кажется, у нас слишком большие уровни. Я на самом деле поясничаю, потому что я всегда могу немножко нажать вот так на эту кнопку и получить привычного, приличного, тут подчеркните, что вам больше ближе, уровня, волновую форму. И вы сами прекрасно слышите, что никакой перегрузки на записи нет. Все просто замечательно. Я могу с этим микрофоном делать что угодно, располагать его как угодно по отношению к себе. Я этого не делаю сейчас только из соображений, что у нас будет обработка. После того, как мы проведем эту запись, чтобы эта обработка была стабильной, она не менялась. Вот расположение микрофона по отношению к моему рту. Именно такую запись мы можем получить широкомембранника с помощью Zoom F3. Вернулись на петличку, и я пока что перекоммутирую. Смотрите-ка, появилась даже какая-то запись, видно, из-за такого резкого изъятия, без, так сказать, безопасного извлечения XLR-провода, но, тем не менее, фантомное питание я не отключил, и многие напишут снова в комментариях, что вот, вы можете убить динамический микрофон. Друзья, напомню в очередной 150-й раз, если вы используете с таким микрофоном балансный провод, даже если у вас осталось фантомное питание на проводе, вы ничего такому микрофону балансным проводом не сделаете. Я бы сделал волну чуть побольше для динамического-то микрофона, да? И теперь я что-то поговорю в него, а вы послушайте мой голос, послушайте, как он звучит. Усиление я вообще не менял. То, что я здесь переключал, это просто отображение картинки. Я сделал волновую форму чуть-чуть побольше, чтобы лично отслеживать уровни, чтобы быть уверенным, что микрофон прекрасно приходит и записывается в рекордер. И вы можете прекрасно слышать мой голос, записанный на V7 SE, это ручной динамический микрофон. Устройство не самое бюджетное. Это стоит помнить.
Но при этом, на мой взгляд, оно сейчас отрабатывает каждую копеечку своей стоимости. Единственный недостаток, который я лично для себя смог выявить во время этого всего тестирования долгого, это громкость выхода для наушников. Да, выход для наушников здесь тиховат. И что-то высокоомное я бы не выбирал. Наверное, 32 Ома и все, что ниже, прокатит. Если у вас более высокоомные решения, на время пользования F3 я бы заменил что-то на более низкоомное. Опять же, это не только записи где-то на выезде, а для них есть, в частности, и генератор тайм-входа, который нам будет доступен при покупке USB-свистка, опять же. Но если вы занимаетесь этим профессионально, я думаю, оно того стоит. Доступна работа дома. Как мы с вами уже перечислили. Это функции внешнего аудиоинтерфейса, это встроенный лупбэк. Опять же, здесь мы имеем линейный выход, то есть можно подключиться к громким мониторам для какого-то домашнего сведения. Или, опять же, если вы, например, дома снимаете блог, вы можете взять сумму по звуку отсюда с линейного выхода, подключиться к камере и сразу же на камере, на видеофайле получить аудиодорожку, которую в дальнейшем можно брать в монтаж. Намного удобнее, а не сводить аудио и видео уже постфактум. Если вам нужно подружить картинку и звук по части рассинхрона, опять же, здесь есть задержка, которой вы можете воспользоваться и соединить синхрон, чтобы у вас картинка, открывание, допустим, рта и звук того, что вы говорите, было в полном синхроне. Мне, как всегда, будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу этого устройства. Я, не скрою, остался в лютом восторге. Наверное, у меня уже был какой-то кредит доверия за счет Zoom F6, напомню, которым я лично обладал. Какое-то время пользовался им, я покупал его на свои деньги, Zoom мне его не дарила. И F3 прекрасно просто продолжает эту традицию. Если вы хотели себе F6, но вам не нужно такое большое количество каналов, при этом вы уже как-то душой запали на запись в 32 битах, присмотритесь к F3. Я думаю, что вы полностью останетесь им довольны. Друзья, напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Напоминаю, что у нас можно отблагодарить лайком и что-нибудь написать внизу в комментариях и отслеживать, потому что мы с вами здесь говорим про аудио. И напоминаю, что за мной лично вы можете следить в моих соцсетях, в том числе и за тем, как я стримлю. Все ссылки прямо сейчас можете наблюдать у себя на экране. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Да, брюжо. Зажали, блин, для народа, для работяг. Для людей. Вот гайку точат, хотят записать звук точения гайки. А нету денег. Все денежки на Zoom F3 ушли. Все. Баста.